Друзья, привет! С вами Фавионыч. И поскольку интерес к черно-белым моим подкастам, посвященным фотографии и вообще творчеству, возрастает, я решил продолжить, особенно с учетом того, что люди проголосовали за тему продолжения черно-белой фотографии. Я, друзья, вам благодарен за это. И сегодня будет еще один выпуск, который я записываю на ходу, поскольку двигаюсь в направлении моего поискового объекта, который мне сегодня явился. И надеюсь, что завтрашний Explore даст ответы на вопросы, которые я задавал себе. А сегодня будет продолжена тема про черно-белую фотографию. И это будет необычное видео, друзья. Я его обозвал как измена цвету с ЧБ, или, вернее сказать, просто измена цвету. Это видео будет неким мотивационным для тех фотографов, кто уже имеет опыт, а знаю, что меня именно смотрят такие люди. Но для тех же, кто начинает свой путь, я думаю, что вам тоже будет интересно, поскольку я не только буду рассказывать про фотографию, сколько про самого человека и что он может сделать для того, чтобы кардинально изменить свою судьбу, свою жизнь к лучшему. Это не будет не какой-то тренинг, но воспринимайте это просто как поток мыслей Фавионыча. Итак, друзья, практически все из вас занимаются фотографией в той или иной степени. Кто снимает на телефоны, кто снимает на профессиональные камеры, на беззеркальные камеры, да даже на пленку. А на пленку вы знаете, что снимает все больше и больше людей с каждым днем. Так вот, так почему же все течет по-своему, размеренно и практически ничего не меняется, хотя те, кто смотрит Фавионыча, покупают новые камеры, новые штативы и даже новые сумки и рюкзаки, о которых я рассказывал постоянно. Но душе хочется чего-то более прекрасного и более утонченного. Нифига такие листья. В общем, благодаря Ютубу, друзья, вы также можете слушать многочисленных авторов, которые тоже имеют свое мнение по поводу того, как улучшить свои работы. Но, друзья, к сожалению, именно улучшение происходит только благодаря, по их мнению, наружным факторам, а именно смене обстановки. И никто не задумывается из них, кроме Фавионыча, наверное, еще нескольких людей, почему же все-таки этого не происходит. А сложность в том, друзья, что наша вселенная, наша жизнь можно рассматривать как некий проекцию, можно так сказать. И не случайно я повторяю постоянно слова Теслы об энергии, частоте и вибрации. И вот настало время, друзья, поговорить именно о вибрациях, что это такое и почему они являются движущим механизмом изменения вашего состояния, вашего внутреннего мира. Давайте поменяем сегодня себя полностью. И мы поговорим о том, с помощью чего это можно сделать и каким образом. Так или иначе, друзья, вы меняете только внешнюю среду или внешнюю информацию. Так давайте же все-таки попробуем изменить себя. Каким же образом это можно сделать, друзья? Заставить себя что-то решить или что-то предпринять, или заставлять себя что-то заучивать или слушать кого-то. Все гораздо проще, друзья. Наш механизм восприятия сам по себе является подсказкой этого всего, поскольку он настроен таким образом, что благодаря любознательности, благодаря интересу, благодаря игре, а именно игра рождает интерес и рождает какие-то люди парковаться не научились. Ну что делать? Так вот, я отвлекся. Игра. Кто же персонаж?
Многие считают, что они персонажи. На самом деле нет, друзья. Это действительно персонаж. То, что мы сегодня рассматриваем, будь то фотограф, будь то человек, это все-таки персонаж. Есть нечто, что управляет этим персонажем. И это, в отличие от тех людей, которые настолько деградировали или настолько подвержены внешнему влиянию среды информации, что не понимают, кто они на самом деле. Так вот, друзья, персонаж управляется именно вами. А кто же вы? А вы — это тот, кто управляет вашим персонажем. Так вот, для того, чтобы поменять свой механизм восприятия или свой способ восприятия, нужно просто изменить игру. Сменить игру, изменить ее правила. И об этом мы сегодня поговорим. Почему это нужно сделать? И почему это нужно сделать решительно и бесповоротно? И какие горизонты откроются, как только это произойдет. О, здесь деревья начинают вырубать. Ну, деревья вырубать — это не сажать. Вы спросите, зачем же это нужно делать? А затем, что, изменив ваше восприятие, изменив правила игры, вы измените саму игру. Не только саму игру, но и правила игры. И у вас появятся совершенно другие, новые творческие возможности, о которых вы даже не подозревали, которые всегда были с вами, постоянно есть, но вы даже не подозреваете, что они существуют. Эти способы восприятия. Вслед за этим, как только вы этот процесс запустите, об этом я чуть позже скажу, как это сделать, произойдет чудо. Вам не требуется какой-то надсмотрщик или какой-то гуру, который будет вас заставлять что-то делать, какие-то практики. Все произойдет само собой. Как только правила игры будут изменены, как только вы начнете новое, появятся новые творческие задачи, поток информации будет сам поступать из внешнего поля. Вы будете сами решать вопросы, которые будут откладываться очень глубоко. Вам не будет требоваться их запоминать. Вам не потребуются какие-то справочные данные. Вы будете на собственном опыте, с любознательностью, с любопытством совершать, творить новое. И именно благодаря новому человек обновляется и становится тем, кем есть, творческой единицей Вселенной. Фуёныч так легко все рассказывает, как будто все действительно все так просто. Да, друзья, если бы все так было просто, то все мы жили бы в идеальном мире. А, к сожалению, в нем живет лишь 1% от нас, от нашего сообщества. Я все-таки искренне надеюсь, что мои подписчики, те, кто смотрит и слушает этот подкаст, который, кстати, просто можно слушать, все-таки примкнут хотя бы частично к этому пониманию, к тому, что Фавионыч называет потоком, и ради чего, в принципе, был сделан этот канал, и в том числе этот подкаст. Почему же это не происходит, друзья? Вся проблема в том, что у нас есть очень серьезный противник, который знает нас лучше, чем мы сами, и всегда препятствует этому. А чему он препятствует? Препятствует тому, что я бы назвал выбором, который мы делаем каждое мгновение. И несмотря на то, что мы пытаемся что-то завести новое, как-то себя изменить, у большинства людей это не происходит. Почему? Потому что этот противник знает, как успокоить нас и как доказать нам, что этого делать не нужно. Это делать опасно. Это ни к чему не приведет. Об этом говорят все гуру, что все это ерунда. И в таком духе. Это наш ум, друзья. Это наш умо, как я его называю. Он появляется именно в тот момент, когда вы только надумаете. Именно слово «надумаете» поменять себя. А что мы сегодня делаем, друзья? Мы пытаемся
измениться, изменить свой способ восприятия. Давайте рассмотрим это на примере фотографии. Так будет проще, хотя вы можете применять это практически к любым отраслям той деятельности, которой вы занимаетесь. Представьте себе, что большинство людей действительно, прежде чем что-то сделать новое, они не идут делать новое, они начинают это новое изучать. И здесь они попадают в ловушку дуальности нашего мира. Им уже вдалблено, что весь мир – это абсолютно дуальное, что есть некий персонаж. Это, если можно сказать, вы или я, который во внешней среде или сфере что-то действует, получает какую-то информацию и принимает какие-то решения. Но все не так, друзья. Все это является единым целым абсолютно. Итак, друзья, первая ошибка – это раздумывание или медленнее, промедливание, а не действие. Эта ошибка настолько серьезная, что все дальнейшее повествование уже бессмысленно, поскольку вы сделали выбор не действия, а выбор изучения. А изучение – это уловки или игры ума, который и заинтересован в том, чтобы ничего не потреблять и не тратить энергию. Вот его задача. И все во Вселенной работает по такому принципу. Все события происходят по пути наименьшей траты энергии. Как ни странно об этом говорить. Так вот, друзья, возвращаясь к вибрациям, мы должны сказать то, что вибрации – это эмоциональный встряска, эмоциональные действие, которое заставляет не просто изменить энергию, течение энергии, и не просто изменить частоту. Вы частоту можете изменить и лежа на диване, подумав о чем-то прекрасном. Но это ничего не даст вам в результате. А вибрация – это ваша реакция, положительная реакция ваших эмоций на то состояние, в котором вы сейчас находитесь. Это может быть благодарность, это может быть радость, это может быть вдохновение. Именно это производит гигантское количество и высокочастотных колебаний с фантастической частотой энергии и дает вам возможность включить новый опыт, а по сути изменить самого себя. Итак, друзья, первый принцип – это действие. Применительно к фотографии, как это можно сделать? Очень простой пример. Для себя представьте, какие жанры фотографий вы использовали чаще всего. И самое важное, друзья, из того списка, который я вам перечислю, это пейзажная фотография, макрофотография, портретная фотография, документальная, макро перечислил, арт-фотография. Что еще? Стрит. Вот из всех этих жанров вспомните, обязательно для себя отметьте, какие жанры нам не нравятся или какие жанры я не хочу заниматься. Именно самый страшный жанр, который вы считаете вам претит и к которому вас совершенно не тянет. Запомните это. Давайте немного отвлечемся и поговорим о том, почему отсутствие действия, а именно наличие изучения, то есть продукта ума, приводят к вам в застреванию в прошлом. А мы движемся в будущее, друзья. Мы хотим измениться к лучшему. Мы не можем измениться к лучшему, если будем двигаться в прошлое. Все вот эти уловки ума, которые направлены на изучение того, что было, на то, что уже существовало, на те техники, которые обсуждают блогеры. Это все, друзья, прошлое. Если вы это усвоите, то ваш ум станет вашим другом, поскольку поймет, что вы его тащите в будущее, где много всего нового, где много всего изобильного, где много всего красивого и очень, ой, как пахнут здесь цветы, прекрасного, а никак не в прошлое, которое уже не имеет места быть. Итак, друзья, прежде чем дать практические рекомендации, точнее первую практику,
для вас. Давайте подведем краткие итоги, к чему мы пришли вместе с вами. И обязательно напишите в комментариях, с чем вы согласны. Ну или напишите, что вы считаете еще более важным. Я всегда читаю комментарии, всегда отвечаю на все комментарии, вне зависимости от того, какие они. Итак, друзья, к чему мы пришли? То, что называют выгоранием фотографа, выгоранием профессии любой. То, что называют прокрастинацией, падением общего энергетического тонуса или понижением вибраций человека. А вы знаете, что человек тоже вибрационная сущность. То, что называют различными, вызывается болезнями организма, уже это крайняя стадия, когда сам организм уже кричит об этом. Все начинается с вашего ума. А еще более верно, не с ума и не с персонажа, который тоже имеет отношение к вашему уму, а именно к тому, чем вы являетесь, к тому внешнему, мощному полю, Вселенной, Богу, как угодно назовите, что является вами. И вы, на самом деле, создатель-вершитель вашей реальности. Так вот, друзья, зачем нам идти в прошлое? Разумеется, в этом заинтересована только система. Вне зависимости от того, как вы назовете ее, кто ей управляет и что она, какие цели ставит, цель она на самом деле очень простая. Это управление. Если вы хотите выйти из-под внешнего управления, если вы хотите обрести собственный мир и жить по его законам, по своим собственным, по своему чутью, по своему опыту, развитию, творчеству. Сбился, да, Павёныч? Что нужно сделать? Что делать и как быть? Ну, все очень просто, друзья. Нужно сделать так, чтобы ваш ум стал вашим союзником. Он понимает только тогда, когда видит результаты. Все, что он прокручивает, чужой опыт, он опирается именно на результаты. Если он видит, что сегодня жарко, и что сегодня Фавёныч пошел в летней одежде, пошел искать какой-то архетип, он не успокоится, будет меня тыркать. Зачем ты туда идешь? Какой-то хитрой дорогой пошел, чтобы меньше шума было. Может, там этого архетипа нету. Но я-то знаю, что он есть, друзья. Потому что я его видел сегодня воочию. Но он, ум мой, не может удостовериться, что там этот архетип есть. Потому что он никогда его там не видел. Но мы сегодня его обязательно найдем. Так вот, друзья, применительно к фотографии. Если у вас есть дети, если у вас есть знакомые, которые хотят действительно через эту практику, через практику фоторэп, о которой я постоянно рассказываю, прийти к этому пониманию, как изменять себя к лучшему с помощью фотографии, смотрите видео, ну и действуйте так, как подсказывает ваше сердце. Так вот, друзья, что нам нужно сделать? Почему я говорил про жанры, которые вы не любите, и про жанры, которые вы боитесь? Страх – это самая эффективная вибрация, это тоже вибрация, но она отрицательная, с помощью которой можно управлять. Управлять можно чем угодно, абсолютно. И животным, и птицами, и насекомыми, и человеческим умом в том числе. Преодолев страх, вы лишите возможности ума играть с вами в эти уловки. Так вот, друзья, вот она орет, собака, но мы ее не боимся. Чего ты кричишь? Кричит и кричит. Ну, потому что она сама боится, поэтому она орет. Вот. Так вот, давайте сделаем следующее. Вы выберете тот жанр, который вы считаете самым неперспективным, по вашему мнению. Но на самом деле это не вы считаете, это ваш ум на основании данных, опыта и внешних каких-то непроигранных вами сценариев, нереальных, можно сказать. Они все, эти сценарии, в прошлом. На основании именно этих данных прошлого ум построил себе заключение, что, например, портрет – это не мое. Или как было с Фавёнычем. Стрит-фотография – это точно не мое. Почему? Потому что нужно выйти на сцену. Страх выхода на сцену. Страх выхода там, где огромное количество людей.
Страх выхода там, где есть какие-то камеры. Страх выхода, где снимать можно, где снимать нельзя. Все эти страхи, на самом деле, они подавляют ваш ум и заставляют его говорить вам, шептать постоянно, что нет, это не для тебя. Сиди дома, снимай макрофотографию, фуд-фотографию. Продавай за 1 цент фотографию. Продавай. Тебе не продать за $1000. И за 2, и за 3 тем более. Сиди, снимай. Ну или ходи, снимай свадебные фотографии постановочные. Так вот, возьмите этот жанр. Представьте его. Ничего про него не читайте. Ничего про него не смотрите. Возьмите камеру. Цифровую, iPhone и так далее. Включите монохром. Черно-белый режим. Друзья, именно черно-белый режим. Этот подкаст я поместил сюда пока временно, потому что вполне вероятно, что через какое-то время, я не сомневаюсь, подкаст будет единственный на моем канале. И он будет как раз про все. И не только про фотографию. Но на данный момент времени, вот именно сейчас, это уже будущее. Это настоящее, это не прошлое. Сейчас они все лежат в каком-то одном месте. Но я верю, что они будут в другом. Так вот, включите черно-белый режим и попробуйте снять. Если вы боитесь и опасаетесь портрета, позовите своего друга, свою подругу. Сейчас лето, сейчас отличное время, чтобы выбраться в какое-то место. Если вы пугаетесь людей, просто выйдите в это место и попробуйте поснимать его или ее в качестве портрета. Если вы боитесь снимать близко, если у вас какая-то социофобия жесткая, как у многих сейчас развелась из-за клипового мышления, то тогда поснимайте с расстояния. Но поснимайте знакомого человека, который вам никогда не скажет: нельзя меня снимать, брось меня снимать. То, что произойдет далее, я вас уверяю, иначе как чудом назвать невозможно. Но почему я попросил вас включить черно-белый режим? Это то, что, скорее всего, вы не делали. Почему? Потому что даже если вы делали черно-белое, то 100% вы не делали тот жанр, который сами по себе заблокировал ваш ум. Вот, это 2 простых техники. Сделайте что-то новое, то, что вы не делали, и с той техникой, необычной как минимум, которую не делают другие. Если это экстраполировать на более высокий уровень, то по большому счету, когда вы дойдете до этого понимания, единственное, что вам потребуется, это делать абсолютно новое, то, что никто не делал, то, что все считали невозможным, и делать это так, как другие никогда до этого не делали. Только благодаря тому, что вы начнете это делать, дальше начнут происходить события, которые вы будете воспринимать поначалу как сопротивление среды, сопротивление вокруг. Вы будете сталкиваться именно с тем, это первые несколько дней, там, не знаю, недель, у всех по-разному, у некоторых часы, если вы уверены в себе. Ну и, собственно говоря, к чему мы приходим? Приходим опять к тому же самому. Мы приходим к будущему, где ничего еще не описано, где все неизвестное. Потому что варианты, на самом деле, существует множество развития событий. Но я постоянно вам напоминаю, что это все игра. Воспринимайте это как игру. Не бойтесь проиграть, друзья. Никто вас не закопает, никто вас не знаю, что там сделает, не оскорбит. Да даже если оскорбит, какая вам разница от этого? Вам должно быть абсолютно наплевать на все это. Совершенно. Поехал, Зай. Стой на месте. Все, быстро переходим. Ну вот, кругом одни команды, видите? Это все начинается на самом деле глубоко в детстве, когда вам начинают указывать: стой на месте, сиди, иди туда, иди сюда. Ну, Фавионыч, вы знаете, все эти правила придуманы для кого? Ну, для того, кто их придумал сам, для них и придуманы. Для Фавионыча эти правила и в 6 лет ничего не значили. Ну, а сейчас тем более.
Так вот, друзья, я не призываю вас нарушать какие-то социальные правила. Я призываю вас нарушать правила, которые вам диктует ваш воспаленный мозг. И главное, друзья, я вам перечислил инструмент черно-белой фотографии, но вы можете сделать это по-другому. Можете взять камеру, которая у вас лежала, там, не знаю, десятилетиями, которую вы не снимали. Но самый простой вариант, который наиболее быстро позволит вам избежать вот этих потуг ума, именно просто измените режим камеры. Вы можете включить сепию, можете включить еще что-то. Но, друзья, давайте изменим цвету. Изменим цвету и изменим жанру. Что дальше произойдет, никто не знает. И воспринимайте это как игру. Абсолютно не обязательно, что вы остановитесь и будете снимать, например, портрет, который вы считали ненавистным вам. Также никакой гарантии, что вы станете знаменитым арт-фотографом. Но благодаря этой практике, друзья, вы получите энергетический доступ к энергии и к тем вибрациям, к той информации, которая от вас была скрыта. И вот только благодаря этому получится изменить не только ваш настрой, но и, собственно говоря, самого себя. С вами был Фувионыч. Надеюсь, что вы напишите комментарий. И мы продолжим. Всем удачи, пока.